Всем привет, меня зовут Алексей Вега, и я являюсь тренером Академии покера по МТТ турнирам. В турнирном покере в связи с ростом блайндов вы играете в различной глубине стеков. Самой простой игрой является игра в стеках менее 16 больших блайндов. Является она простой, так как в большинстве случаев вы выбираете между тем, чтобы пойти all-in или сбросить свою руку. Но есть маленькие хитрости, которые помогут вам зарабатывать больше в тех или иных ситуациях. И сейчас я вам подробно про них расскажу. А что если мы скажем, что существует способ узнать свой уровень скилла в покере, при этом потратив максимум 15 минут? Проходи покерный аудит, узнавая, что именно отделяло тебя от побед все это время. Все твои сильные и слабые стороны в одном месте. Подробности в описании. Так, первым хитрым приемом при игре в коротких стеках является stop and go. Другими словами, это отложенный all-in. Вы вместо того, чтобы пойти в all-in сразу на префлопе, идете в all-in на флопе с любой рукой. Исключением являются доски с различным дро. Обязательным условием выполнения данного приема является игра без позиций. Для тех, кто не знает, что такое игра без позиции и в позиции, я сейчас кратко объясню. Давайте представим ситуацию, что оппонент открывается на позиции button open raise, и вы на позиции СБ, вместо того, чтобы пойти в all-in на префлопе, пойдете уже в all-in на флопе. В данной ситуации вы находитесь без позиции на игрока. Оппонент находится в позиции на вас. Следующий важный момент – это количество игроков в банке. Обязательным условием является игра в хедзапе, то есть игра 1 на 1 с соперником. Рекомендую активно использовать данный прием в позициях стила, а именно в позициях кат-оффа и баттона. Также можно использовать данный прием против более ранних позиций, но обязательным условием является доска не должна подходить к диапазону соперника. Итак, давайте подытожим все вышесказанное. Первое. Ваш стек должен быть от 5 до 10 больших блайндов. Второе. Вы должны находиться без позиции на игрока. Третье. Вы должны играть 1 на 1 с соперником. Четвертое. Ваши соперники должны находиться в позициях стила. И пятое. Доска должна быть не скоординированной. Итак, давайте я покажу, как я сам применяю данный прием на практике. Я подобрал несколько раздач для того, чтобы показать вам, как я применяю прием Stop and Go на практике. Итак, первая раздача, я нахожусь на большом блайнде, у меня в стеке осталось 5 больших блайндов, на руках у меня король 2 одномастная. Игрок с позиции МП открывается минрейзом со стеком 15 больших блайндов. Я защищаю большой блайнд, попадаю в третью пару и принимаю решение пойти сразу all-in. Игрок закрывает мой all-in. По итогу я выигрываю данную раздачу с 2 парами у туз-валет разномастных. Сейчас я хочу проанализировать данную раздачу с помощью программы Flopzilla для того, чтобы определить прибыльность моей линии. Итак, в первую очередь я забью диапазон соперника. Примерно он будет открывать со стеком 15 больших блайндов, процентов 10 рук. Это будет выглядеть примерно так. Следующее укажу свою руку, король 2, одномастная. И укажу флоп. 9 крести, 4 пика и 2 чирва. Итак, игрок будет колить на мой all-in с итом девяток, с оверпарами десятки плюс. Также будет закрывать с восьмерками. По туз-хай он будет колить в 30% случаев. Итак, игрок будет защищать 40% своего диапазона. Для того, чтобы моя линия игралась плюс, мне необходимо, чтобы игрок сбрасывал чаще, чем в 45% случаев. Как видите, игрок будет сбрасывать в 60% случаев. Поэтому моя линия будет приносить мне автоприбыль. Итак, следующий пример. Я нахожусь на большом блайнде, в стеке у меня осталось 6 ББ. Игрок со стеком 26 больших блайндов открывается минрейзом на позиции МП. Я защищаю ББ и применяю снова прием Stop and Go. Игрок закрывает мой all-in. По итогу у меня доезжает король, я выигрываю данную раздачу от туз-10 разномастных. Следующий пример. Я нахожусь на позиции ББ, в стеке у меня осталось 11 больших блайндов, на руках у меня 9-8 одномастные. Игрок с позиции хайджека открывается 3 ББ, со стеком 18 больших блайндов. Я защищаю большой блайнд, попадаю в двухсторонний стрейт-дро и принимаю решение пойти сразу all-in. Игрок закрывает мой all-in, мне доезжает стрит. Я выигрываю данную раздачу. Рекомендую
когда вы попадаете в такие ситуации, идти all-in сразу, для того, чтобы генерировать fold equity. Ну и последний пример. Нахожусь я на ББ со стеком 8,5 больших блайндов, с валет дама одномастными. Игрок на позиции МП со стеком 18 больших блайндов открывается 2,2 больших блайнда. Я защищаюсь на большом блайнде. У меня гэтшот, и я принимаю решение применить прием Stop and Go. Игрок сбрасывает свою руку. Как видите, данная линия розыгрыша прибыльная и хорошо применяется во время игры. Рекомендую вам использовать ее на практике. Вторым хитрым приемом является Limp and Go. Стек у вас должен быть в такой ситуации не более 16 больших блайндов. Вы вместо того, чтобы пойти в all-in или открыться open raise на префлопе, делаете open limp, то есть ставите ставку в один большой блайнд. Такая линия будет более прибыльной при игре в коротких стеках, так как вы будете провоцировать других игроков играть против вас агрессивно с теми руками, с которыми бы они сбрасывали на ваш all-in на префлопе. А если игроки сыграют против вас пассивно, то вы дадите им возможность зацепиться за доску, и они в большинстве случаев оплатят вашу сильную руку. Итак, давайте я вам покажу, как я применяю данный прием на практике. Я подобрал буквально несколько раздач, в которых использовал прием Limp and Go. Итак, первая раздача, я нахожусь на позиции малого блайнда, и у меня короли. У меня стек 11 больших блайндов. Я открываюсь через Open Limp. Игрок на ББ со стеком 8,6 больших блайндов идет all-in. Я закрываю его all-in. По итогу выигрываю раздачу. У дама 10 разномастные. Сейчас я подробно проанализирую данную ситуацию для того, чтобы определить, какое решение будет наиболее выгодное. Игра сразу через all-in или игра через Open Limp. Итак, первое, я просчитаю игру через all-in сразу. Делаю просчет. В итоге мой пуш будет приносить плюс 4,5 ББ. Изменю ситуацию на Open Limp. Также поставлю all-in сопернику. Нужно подредактировать ренджи. Здесь оставлю только короли. Также изменю диапазон соперника. В среднем соперник на наш Open Limp будет играть all-in 30% спектром. Это будет выглядеть примерно так. Сделаю очередной просчет. В итоге мой прием будет гораздо выгоднее, чем игра сразу через all-in. Я буду зарабатывать в данной ситуации плюс 6 больших блайндов. Итак, следующий пример. У меня на позиции хайджека дамы, стек 11 больших блайндов. Вместо того, чтобы пойти сразу all-in, я снова применяю прием Limp and Go. Игрок идет all-in. Здесь я выигрываю all-in туз король разномастных. Следующий пример. Я снова сижу на малом блайнде. У меня тузы, стек 7 ББ. Открываюсь Open Limp'ом. Игрок идет all-in. Игрок показывает валет 8 разномастные. И снова короли на малом блайнде, стек 14 больших блайндов. Открываюсь Open Limp. Игрок со стеком 7 ББ идет all-in. И показывает король валет разномастные. И последняя раздача. Здесь я играю в хедзапе. Со стеком 15 ББ открываюсь Open Limp'ом. И игрок идет all-in со стеком 23 больших блайнда на большом блайнде. Закрываю его all-in. И по итогу выигрываю данный all-in у дама 10 разномастные. Как видите, прием хорошо работает, провоцирует игроков на агрессию. И вы зарабатываете гораздо больше, чем при ситуации пойти all-in сразу. Если вы не использовали эти хитрые приемы, то рекомендую их попробовать использовать на практике. А что если мы скажем, что существует способ узнать свой уровень скилла в покере, при этом потратив максимум 15 минут? Проходи покерный аудит.
узнавая, что именно отделяло тебя от побед все это время. Все твои сильные и слабые стороны в одном месте. Подробности в описании.